66 миллионов лет назад к Земле летел гигантский астероид размером с целый город. Его скорость превышала 70 тысяч километров в час. Когда он врезался в планету, температура в месте удара поднялась выше 10 тысяч градусов. Мы привыкли думать, что именно в этот момент закончилась эпоха динозавров. Но это не совсем так. Динозавры не погибли в первый день, и даже не в первый месяц. Спустя долгое время после удара по Земле все еще бродили гигантские хищники, в океанах плавали древние морские рептилии, а над почерневшими лесами кружили последние птерозавры. Они пережили саму катастрофу, но их мир уже умирал. Только они еще не знали об этом, потому что настоящая катастрофа только начиналась. Небо стремительно темнело. Миллиарды тонн пепла и серы закрывали солнце. Растения теряли свет и начинали погибать. В океанах исчезали микроскопические водоросли, на которых держалась вся морская пищевая цепь. Без еды вымирали травоядные, а позже и хищники. Один удар из космоса запустил цепную реакцию, и остановить ее было уже невозможно. Сегодня ученые находят следы того апокалипсиса буквально по всему миру. В скалах, карьерах и морских отложениях сохранилась тонкая прослойка породы толщиной всего в несколько сантиметров. Под ней лежит мир динозавров, который существовал 160 миллионов лет. Над ней начинается совершенно другая Земля, на которой этих гигантов уже никогда не будет. Но самое тревожное заключается вот в чем. Изучая величайшие катастрофы в истории Земли, ученые раз за разом обнаруживали одну и ту же закономерность. Каждый раз сначала происходило событие, которое казалось главной причиной гибели. А потом приходило нечто другое, медленное и незаметное, и именно оно окончательно уничтожило целые экосистемы и меняло планету до неузнаваемости. И именно эта схема, по мнению многих исследователей, снова начинает проявляться в наши дни. Только на этот раз с неба не падает астероид, не взрываются супервулканы и не раскалываются материки. На этот раз источник находится среди нас. В этом расследовании вы узнаете, почему катастрофы прошлого пугающе похожи на то, что происходит сегодня. Как крошечное растение, о котором почти никто не слышал, однажды помогло изменить климат целой планеты. И почему некоторые ученые считают, что человечество уже приближается к черте, после которой привычный мир не сможет вернуться к прежнему состоянию. История нашей планеты сохранилась в древних слоях горных пород. Именно они позволяют увидеть границу между двумя эпохами — миром до катастрофы и миром после нее. Первой важной уликой стал редкий химический элемент иридий. В земной коре его очень мало, зато в астероидах и метеоритах он встречается гораздо чаще. Поэтому необычный иридиевый слой, найденный по всему миру, стал главным доказательством того, что причиной катастрофы был удар из космоса. В древних породах ученые нашли и другие следы. Структура некоторых минералов была изменена так, будто по ним ударила невероятная сила, а мелкие стеклянные шарики, образовавшиеся из расплавленного камня, окончательно подтвердили, Земля пережила столкновение колоссальной мощности. Но долгое время не хватало самого главного — места удара. Поиски привели ученых на юг современной Мексики. Там под слоями пород и древним морским дном скрывался гигантский кратер Чиксулуб. Его нельзя увидеть невооруженным глазом, но специальные приборы зафиксировали аномалии и показали, что именно здесь находился эпицентр катастрофы. В первые секунды после удара огромные массы горных пород испарялись, миллионы тонн раскаленного вещества выбрасывались в атмосферу, а по планете прокатывались мощнейшие землетрясения. Пыль, сажа и соединения серы поднялись в атмосферу и постепенно закрыли Землю от солнечного света. Планета начала погружаться во тьму. Растения перестали получать достаточно света и массово погибали. В океанах исчезали микроскопические водоросли. Вскоре начался глобальный голод. Именно тогда размер, который миллионы лет был преимуществом динозавров, превратился в их недостаток. Огромным животным требовалось слишком много пищи, а еды становилось все меньше. Выживали те, кому нужно было немного небольшие существа, способные прятаться и быстро приспосабливаться. Среди них были маленькие млекопитающие. Внешне они выглядели незначительными по сравнению с гигантскими динозаврами, но именно им удалось пережить катастрофу.
Когда спустя годы небо наконец прояснилось, Земля уже стала другой. Динозавры исчезли, а освободившийся мир постепенно заняли млекопитающие. Через миллионы лет среди них появились приматы, а затем человек. Но если первая великая катастрофа началась с тьмы и холода, то следующий перелом в истории Земли пришел совсем с другой стороны. На этот раз ученые не нашли ни гигантского кратера, ни космической пыли, ни следов мощного удара. Подсказка оказалась куда менее заметной. Изучая отложения на дне океана, исследователи обнаружили резкое изменение содержания углерода. Для обычного человека это выглядит как незначительная деталь. Но для науки такой след означает, что за сравнительно короткое время в атмосферу и океаны попало огромное количество углерода. Если раньше жизнь на Земле едва не погибла от холода и темноты, то теперь планета столкнулась с противоположной проблемой. Земля начала стремительно нагреваться. Тепло от Солнца все так же достигало поверхности, но все хуже уходило обратно в космос. Планета словно превращалась в гигантскую теплицу. Но откуда взялось столько парниковых газов? По одной из главных версий, причина скрывалась на дне древнего Атлантического океана. Там происходили мощные геологические процессы. Из глубин Земли поднималась раскаленная магма, которая нагревала богатые углеродом породы. В атмосферу начали выбрасываться огромные объемы углекислого газа. Ситуацию могли усугубить вулканы и гигантские выбросы метана со дна океана. В результате Земля запустила опасный процесс саморазогрева, который продолжался тысячи лет. Около 56 миллионов лет назад Земля вступила в период, который ученые называют палеоцен-эоценовым термальным максимумом. Следы этого потепления находят даже в самых неожиданных местах. Там, где сегодня лежат арктические льды, тогда росли влажные субтропические леса. А по берегам рек и озер обитали крокодилы и другие теплолюбивые рептилии. Но повышение температуры было лишь началом. Когда концентрация парниковых газов становится слишком высокой, начинают меняться все природные системы. Перестраиваются океанические течения, меняется режим осадков, нарушаются привычные условия жизни. Древнее морское дно сохранило тревожные следы этих событий. Кислотность океана выросла настолько, что раковины и панцири многих мелких организмов начинали растворяться. На суше ситуация была не лучше. Одни регионы страдали от засухи, а другие — от непрекращающихся ливней. В это же время у некоторых млекопитающих появилась неожиданная особенность. Они начали уменьшаться в размерах. В жарком мире маленькому организму требовалось меньше пищи, а избавляться от лишнего тепла было гораздо проще. Так ученые раскрыли еще один важный секрет истории Земли. Иногда планету меняет не внезапная катастрофа, а медленное накопление изменений, которые постепенно перестраивают весь мир. Но и этот период не мог продолжаться бесконечно. Следующий поворот в истории планеты был связан не с ударом астероида и не с перегревом климата, а с появлением крошечного растения, следы которого исследователи неожиданно обнаружили на дне Северного Ледовитого океана. В начале 2000-х годов научная экспедиция проводила бурение в самом центре Арктики. Среди льдов, над подводным хребтом Ломоносова, исследователи поднимали со дна древние отложения возрастом в десятки миллионов лет. Именно там их ждала странная находка. Под микроскопом в образцах обнаружились остатки азоллы, крошечного плавающего папоротника. На первый взгляд ничего особенного. Но была одна проблема. Азолла растет только в пресной или слабосоленой воде. Как такое растение могло оказаться посреди Арктического океана? Ответ оказался неожиданным. Миллионы лет назад Арктика совсем не была похожа на тот ледяной мир, который мы знаем сегодня. Там, где сейчас лежат льды толщиной в километры, тогда была теплая вода. А поверхность океана временами покрывалась сплошным зеленым ковром из азоллы. И это было гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Каждое такое растение непрерывно поглощало углекислый газ из атмосферы. Затем азолла отмирала и медленно опускалась на дно. Вместе с ней на дне оказывался и углерод, который раньше удерживал тепло вокруг планеты. Постепенно Земля начала избавляться от избытка парниковых газов. Конечно, один маленький папоротник не мог в одиночку изменить климат целой планеты. Но находка показала нечто гораздо более удивительное. Иногда судьбу мира решают не гигантские астероиды, не супервулканы и не тектонические катастрофы. И пока азолла медленно перестраивала климат планеты, на другом конце Земли происходили события,
которые в будущем изменят ее еще сильнее. Антарктида постепенно отделялась от остального мира. Сегодня кажется, что Антарктида всегда была царством льда. Но это не так. Древние породы хранят следы совсем другого мира. Когда-то здесь росли густые леса, климат был мягким, а вместо ледяной пустыни существовал зеленый и влажный ландшафт. Пока углерод постепенно исчезал из атмосферы, материки продолжали свое движение. Южная Америка медленно отделялась от Антарктиды, Австралия уходила на север, а между ними открывались широкие морские проходы. Так появились будущие пролив Дрейка и Тасманийский проход. Раньше теплые океанические течения свободно достигали берегов Антарктиды, но после открытия этих проходов они получили возможность беспрепятственно двигаться вокруг материка. Постепенно сформировался мощный круговой поток, который все сильнее изолировал Антарктиду от тепла остального мира. Южный континент начал постепенно остывать. На границе эоцена и олигоцена температура на Земле снижалась, а в Антарктиде все увереннее закреплялся лед. Механизм был прост. Если летом не успевает растаять весь снег, выпавший зимой, каждый новый слой ложится поверх старого. Со временем снег уплотняется и превращается в лед. Но лед не просто появляется из-за холода. Он сам помогает холоду сохраняться. Белая поверхность отражает гораздо больше солнечного света, чем вода или лес. Поэтому охлаждение начинает усиливать само себя. Когда на Южном полюсе сформировался огромный ледяной щит, последствия быстро распространились по всей планете. Перестраивались морские течения, менялся уровень моря, а климат становился более сухим и прохладным. Полярный холод перестал быть особенностью одного региона и начал влиять на весь мир. Влажные леса постепенно отступали. На их месте появлялись открытые пространства. И следующая глава этой истории связана уже не с замерзающей Антарктидой, а с тем, как Земля начала терять свои зеленые леса. Следующее крупное изменение климата ученые обнаружили в неожиданном месте — в окаменевших зубах древних животных. У травоядных животных эпохи Миоцена все чаще встречаются зубы с высокими коронками и прочной эмалью. Такие зубы хорошо приспособлены к жесткой пище и сильному износу. Для палеонтологов это важная подсказка. Она показывает, что животные все чаще питались не мягкими листьями, а грубой травой, сухими стеблями и растениями, покрытыми пылью и частицами почвы. После образования ледяного щита в Антарктиде климат продолжал становиться более сухим. Леса отступали, а их место занимали редколесья, степи и саванны. Там, где раньше простиралась густая тень, теперь лежали открытые равнины. Вместе с лесами исчезал целый привычный мир. Становилось меньше влаги, меньше укрытий и меньше тенистых мест. Травоядным приходилось проходить большие расстояния в поисках пищи и воды. Хищники тоже меняли свои привычки. На открытой местности все большую роль играли скорость и выносливость. По равнинам Миоцена широко расселялись древние родственники современных лошадей, включая знаменитых гиперионов. Рядом бродили крупные хоботные животные, а следом за ними двигались опасные хищники открытых пространств, среди которых были и амфицианиды, так называемые собакомедведи. Земля еще не вошла в эпоху великих ледниковых циклов, но все условия для этого уже складывались. Впереди планету ждали периоды наступления и отступления льда, которые будут менять ландшафты и заставлять животных снова и снова следовать за водой, пищей и более подходящим климатом. На этот раз следы великих перемен сохранились на дне Мирового океана. Изучая древние морские отложения, ученые обнаружили необычную закономерность. Химический состав пород то поднимался, то опускался, словно кардиограмма гигантских ледников. Когда ледяные щиты росли, они запирали огромное количество воды на суше. Уровень океана падал, а эти изменения оставляли заметный след в раковинах крошечных морских организмов. Так океан миллионы лет записывал историю наступления и отступления льда. Эта запись показала, что ледниковые эпохи повторялись с определенной периодичностью. Сначала циклы длились около 41 тысячи лет. Но позже ледниковые периоды стали гораздо длиннее, холоднее и масштабнее. Около 2 миллионов 600 тысяч лет назад Земля окончательно вошла в новую климатическую эпоху. Лед превратился в силу, которая регулярно меняла облик целых континентов. Во время похолоданий огромные ледники покрывали Северную Америку,
Европу и Азию. Они изменяли русло рек и заставляли леса и степи отступать на тысячи километров. Причина скрывалась не только на Земле. Наша планета движется вокруг Солнца не совсем одинаково. Со временем меняется форма орбиты, наклон земной оси и положение Земли в пространстве. Эти изменения называют циклами Миланковича. В теплом климате они почти незаметны. Но когда планета уже достаточно охладилась, даже небольшие изменения солнечного тепла могли запускать рост ледников. Однако существовал еще один важный фактор, и находился он не у полюсов, а в тропиках. Там, где сегодня расположен Панамский перешеек, когда-то существовал широкий морской проход между Тихим и Атлантическим океанами. Постепенно его перекрыла суша. Это полностью изменило маршруты океанических течений. В Северную Атлантику стало поступать больше теплой и соленой воды. Испарение усилилось, а влажный воздух переносился далеко на север. Там эта влага выпадала снегом и помогала строить новые ледники. Во время ледниковых эпох огромные массы воды оказывались заперты во льдах, и на месте многих современных морей появлялась суша. Между континентами открывались новые сухопутные пути. Одни животные уходили вслед за растительностью, другие приспосабливались к холоду. Большое тело лучше сохраняло тепло, густая шерсть защищала от морозов. Так ледниковые степи стали домом для мамонтов, древних бизонов и овцебыков. Именно в этом суровом мире появился вид, который не мог победить холод только силой своего тела. Его первые следы были совсем скромными. Но именно с них начинается следующая глава нашей истории. В слоях, возраст которых достигает десятков тысяч лет, археологи находят древние очаги, каменные орудия, кости животных и остатки стоянок, куда люди возвращались снова и снова. На фоне мамонтов и огромных хищников эти находки выглядят незначительными, но именно они показывают главный перелом в истории. В мире, где все решали сила и размеры тела, появилась новая сила — разум. Человек не был идеально приспособлен к ледниковой земле. У него не было густого меха, мощных клыков или прочной шкуры. Но у него были инструменты, огонь и способность действовать сообща. Огонь давал не только тепло. Он позволял готовить пищу, отпугивал хищников, освещал темные ночи и делал возможной жизнь там, где многие другие виды не смогли бы выжить. Но главным преимуществом оказался опыт, который люди научились передавать друг другу. Один человек мог показать другому, где искать воду, как добывать огонь или куда уходят стада в разное время года. Впервые знания начали жить дольше отдельного человека. Около 300 тысяч лет назад Землю населял не только человек разумный. По Евразии бродили неандертальцы, в Азии жили загадочные денисовцы, а рядом постепенно распространялся наш собственный вид. Исследования древней ДНК показывают, что эти группы не только встречались, но иногда оставляли общее потомство. Со временем неандертальцы и денисовцы исчезли как отдельные ветви человечества, а человек разумный расселился почти по всей планете. Ледниковые эпохи часто открывали новые дороги. Когда уровень моря падал, между Сибирью и Аляской появлялась огромная область суши — Берингия. По этим землям двигались стада животных, за ними следовали хищники, а вслед за ними шел человек. Но некоторые пути были гораздо сложнее. Чтобы попасть в древний Сахул, единый мир Австралии и Новой Гвинеи, людям приходилось пересекать открытую воду. Это значит, что уже тогда человек начал не просто использовать возможности природы, а создавать собственные. Люди еще не вели оседлый образ жизни, но уже возвращались на знакомые места, запоминали свои территории и постепенно переносили часть своей силы во внешние вещи — в инструменты, огонь и коллективную память. А когда ледниковый мир начал отступать, перед человеком открылась новая возможность. Больше не нужно было бесконечно следовать за стадами. Впервые за свою историю человек получил шанс остановиться. В древних поселениях археологи находят самые обычные вещи: обугленные зерна, каменные жернова, ямы для хранения запасов, осколки посуды и остатки домов. На первый взгляд в них нет ничего особенного. Но именно эти находки показывают момент, когда жизнь людей начала меняться. Впервые человек перестал просто искать пищу и начал создавать запасы на будущее. До этого жизнь была постоянным движением. Наши предки следовали за стадами животных, источниками воды и сезонными растениями. Если местность переставала их кормить,
приходилось уходить дальше. После окончания последнего ледникового периода ситуация начала меняться. Во многих регионах климат стал более стабильным. Вода, тепло и пища из года в год возвращались в одни и те же места. В плодородных долинах дикие злаки росли так густо, что людям уже не нужно было постоянно кочевать. Зерно можно было собрать, высушить и сохранить до следующего сезона. Появление постоянных запасов изменило все. Люди начали думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем урожае. Вместе с этим изменилось и отношение к месту жизни. Запасы нужно было охранять, а значит, появлялся настоящий дом. Так обычные стоянки постепенно превращались в земледельческие поселения. Новый образ жизни позволял прокормить больше людей, создавать запасы пищи и строить долговечные жилища. Но за это пришлось платить. Для новых полей вырубались леса, а для полива приходилось прокладывать каналы. Поначалу влияние человека оставалось локальным. Однако важная граница уже была пройдена. Человек перестал просто приспосабливаться к природе и начал менять ее под свои нужды. Позже люди освоили металл и получили новые инструменты и оружие. Но вместе с развитием цивилизации росла и потребность в энергии. И однажды человек добрался до древнего углерода, который миллионы лет хранился под землей. Когда началась промышленная революция, все выглядело как огромный шаг вперед. Машины работали быстрее людей, фабрики выпускали все больше товаров, а транспорт становился быстрее. Но у этой победы была обратная сторона. Люди замечали дым над заводами и густой смог на улицах. Однако главная опасность оставалась невидимой. Углекислый газ нельзя увидеть или почувствовать. Поэтому долгое время его не считали серьезной проблемой. Когда человечество начало массово сжигать уголь, нефть и природный газ, оно стало возвращать в атмосферу углерод, который миллионы лет был заперт глубоко под землей. Электростанции, фабрики, автомобили, самолеты и растущие города постепенно сложились в единый поток выбросов. Каждый источник по отдельности казался небольшим. Но когда таких источников стало миллионы, последствия приобрели планетарный масштаб. В 20 веке этот процесс резко ускорился. Сегодня человеческая деятельность ежегодно выбрасывает больше углекислого газа, чем все вулканы Земли вместе взятые. Всего за несколько поколений человек превратился в силу, способную влиять на климат всей планеты. До начала промышленной эпохи концентрация углекислого газа составляла около 280 частиц на миллион. Сегодня она уже превышает 420 частиц и продолжает расти. Но проблема не только в уровне углекислого газа. Не менее важна скорость изменений. В прошлом климат тоже менялся, но на это уходили тысячи и миллионы лет. Сейчас многие процессы разворачиваются буквально на глазах нескольких поколений. Этот невидимый газ не закрывает города черным дымом, но он постепенно меняет тепловой баланс планеты, а лишнее тепло начинает влиять на все вокруг. На ледники, леса, почвы и огромные океаны. Современное глобальное потепление опасно не тем, что на Земле становится немного жарче. Главная проблема в том, что оно запускает сразу множество связанных процессов. Ледники теряют массу, вечная мерзлота начинает выделять накопленный углерод, леса чаще страдают от засух и пожаров, а океаны накапливают все больше тепла. Каждое из этих изменений усиливает остальные. Одним из первых отступает лед. Ледники Гренландии, Антарктиды и других регионов хранят огромные запасы пресной воды. Когда они тают, уровень Мирового океана поднимается. Морская вода все чаще затапливает низкие побережья и угрожает крупным прибрежным городам. Одновременно начинает оттаивать вечная мерзлота. Тысячи лет она сохраняла под землей остатки древних растений и животных. Когда грунт прогревается, органика разлагается и выделяет углекислый газ и метан. Возникает замкнутый круг потепления, ускоряет таяние мерзлоты, а мерзлота усиливает потепление. Меняется и Мировой океан. Он поглощает большую часть лишнего тепла, но за это приходится платить. Теплая вода влияет на течение, погодные условия и морские экосистемы. Особенно уязвимы коралловые рифы, которые могут погибать при перегреве. На суше усиливаются засухи и лесные пожары. Многие регионы сталкиваются с нехваткой воды и снижением урожайности. Все больше животных и растений теряют привычные места обитания. Виды уже переживали климатические изменения в прошлом. Но тогда на адаптацию уходили тысячи и миллионы лет. Сегодня изменения происходят гораздо быстрее,
и многие организмы просто не успевают приспособиться. Поэтому речь идет не об одной отдельной катастрофе. Меняются сразу многие части единой системы: лед, океаны, леса, почвы, климат и экосистемы. Именно эта взаимосвязь делает происходящее особенно опасным. За свою историю Земля уже не раз проходила через подобные переломы. Но раньше их причиной становились астероиды, вулканы, океанические течения или движение материков. Теперь одним из главных факторов изменений стала сама человеческая цивилизация. Земля переживет любые климатические изменения. Она существовала задолго до человека и будет существовать после нас. Даже если поднимется уровень моря, изменятся леса и исчезнут многие современные виды, жизнь не прекратится. Со временем на планете возникнут новые экосистемы, но это уже будет другой мир. История показывает, что после крупных потрясений жизнь всегда возвращается. Однако прежний мир не возвращается никогда. После исчезновения динозавров не наступила новая эпоха динозавров. После ледников не восстановились старые ландшафты. Главная опасность для человека заключается именно в этом. Наша цивилизация возникла в условиях относительно стабильного климата. Если эти условия начинают быстро меняться, под угрозой оказывается не только природа, но и сама основа человеческой жизни. Мы привыкли считать себя отдельными от окружающего мира. Но каждый человек зависит от воздуха, воды, почвы, растений, животных и общего состояния климата. Мы можем строить огромные города, но все равно остаемся частью одной природной системы. Земля менялась всегда. Но впервые за всю ее историю один биологический вид способен не только влиять на эти изменения, но и понимать последствия своих действий. Поэтому главный вопрос не в том, изменится ли планета. Она менялась всегда. Главный вопрос в другом, успеем ли мы понять свою роль в этих процессах до того, как последствия станут необратимыми. Напишите в комментариях, какая версия будущего кажется вам наиболее вероятной спасения нашей цивилизации или ее крах.